Итак, ребята, я вас всех приветствую. Сегодня мы посмотрим расклад на тему, как прошел один из ваших ритуалов. И будет у нас два варианта. Почему два? Потому что пришла информация, что нужно начать учитывать кое-какие детали. Об этих деталях скажу немножечко позднее. Сегодня в раскладе, да. Но не совсем под занавес, и тем не менее. Итак. Все будет очень просто и лаконично. Два варианта. Определяйтесь, какой вам больше по душе. И, собственно, теперь секрет. Это как прошел ритуал для тех людей, вот этот вариант, которые совершают оплошность в магии, в своем выборе, в том пути, который избрали после затмения, до него, во время, и продолжают, видимо, да невидимо, а точно продолжают полным ходом. Давайте я сюда положу его. Это для тех, кто идет правильным путем. Да, вам видно, что эта стопка здесь находится. Давайте начну с этого варианта. Посмотрим, как прошел ваш ритуал. Какой уже загадываете сами. Для вас. Здесь были программы по девятке мечей на вас наведены. Вы отправили определенное содружество, давайте я так скажу, с помощью хозяйки кладбища. Да, это хозяйка кладбища и определенные, для кого-то из вас это могут быть определенные высшие силы. Здесь пытались вас закрывать, у кого-то могла быть бессонница, кому-то навязывали определенные мысли. Причем 9 нападений, либо 9 ритуалов по вашу душу, это однозначно. Либо 9 числа что-то у вас произошло. Но здесь отправили так отправили, ничего я не скажу. Ритуал был хорош. Отправили того, кто с помощью своих помощников будет вершить справедливость над теми, кто вот это вот все вам отправлял, эти программы. Могло быть, смотрите, программы, связанные с семьей, с вашим достатком, с бизнесом, да, с денежкой. Но здесь я хочу сказать, я больше уточняла, что за король мечевой. Здесь из мира темных, из мира мертвых. А ну-ка. Нет. Из мира мертвых. Здесь из мира мертвых. Хранитель. Либо уж кого вы звали, определяйтесь сами. Он будет очень, он вообще сам по себе очень, так знаете, внимательно следит за действиями многих людей в этом мире.
наблюдает, делает выводы и определяет, кому что из вот этой десятки пентаклей дать, а у кого что забрать и отнять. И здесь вы находитесь под покровительством высших сил, высших иерархий. Вы получаете от них ключи знания, мудрость, стабильность, упорство, фундаментальность. Какие новости вам хотят передать? Значит, смотрите, здесь либо мужчина может выпадать, кубковый, водный знак зодиака, либо человек, не обязательно мужчина, который подвержен влиянию определенных энергий и сил, который ведом. Этот человек под этими силами с помощью магии пытался над вами одержать победу. Он, как казалось ему, защищает свои границы, но здесь такое впечатление, что человек, знаете как, здесь человек в вас увидел свое отражение и почему-то решил, что ему пора обороняться, защищать свои границы и на вас нападать. Так как мы здесь видим девятку мечей, да, то скорее всего, да, он и нападал. Так, хорошо. Меня интересует, какие энергии этот маг проводил. Так, и куда? Этот человек хотел, чтобы либо у него получилось двигаться к вам, либо чтобы вы начали двигаться в его сторону, на сотрудничество, на содружество, в стабильность. Но это как бы и не он, а вы сами, чтобы приняли данное решение. Так, интересно. А почему же ты сражался? Давайте я вот так уточню. Что ты свое защищал? Свою стабильность, свой трон, а трон принадлежит истинно тебе? Нет. Здесь человек мнит себя императором, на самом деле крадет, питается чужими ресурсами, ворует насчет, если спросите, энергию других людей, да, обманы, хитрость, воровство, поиметь с другого человека деньги, обокрасть, взять то, что ему не принадлежит, и он считает, что тем самым он займет статус императора. В его понимании только такими методами можно достичь успеха. Защищался от вас, видимо. Хорошо, а почему от вас защищался, интересно? Чего ты так испугался? А потому что с мира мертвых пришли по справедливости вершить, видимо, над его судьбой, над его, да, жизненными взглядами.
И смотрите, он защищался через рыцаря. Что там за силы? Угу. Смотрите, защищаться да защищался, но здесь крадники на ваш финансовый канал, на вашу энергию, на ваши знания, на ваше видение мира, на то, что имеете вы, и до чего, видимо, не достать ему. А здесь также человек мог обращаться к определенному мужчине за помощью. Он считал, что он вершит справедливость. Вот так вот, что ему принадлежит то, что он так долго, кропотливо приворовывал. И, в общем-то, как бы по справедливости на самом деле вышли иные ребята. И делают то, что действительно по справедливости теперь будет. Хорошо, меня интересует, почему он именно в вас увидел для себя опасность, да? Почему его так на амбразуры, так вам кинуло? Здесь два варианта, ребят. Во-первых, здесь для кого-то, если это ваш бывший, первый вариант может быть таким. У человека спали мороки, иллюзии по поводу того, какая вы на самом деле. И он испугался, что ему прилетит за его деяния против вас, и ему придется расплачиваться за то, что он сотворил. Также параллельно с этим у человека в семье очень большие проблемы с его женщиной, с кем он там общался. Это может быть его жена, сестра, мать, та, которая руководит этим человеком, та, которая является для него как стабильной женщиной, которая приносит ему деньги, как он считает. И здесь еще знаете, в чем парадокс? Женщина-то эта либо всплылась, что она что-то делала против него, да? И если же о вас, я уже сказала, боится получить за то, что... Я еще посмотрю, что он там против вас сделал, да? Что так испугался и начал финансы свои охранять. Здесь еще, смотрите, такой момент... По поводу... Человек находится в оморочках, в самооморочках. И помимо того, здесь еще кто-то, потрудился ему накидать сверху. Понимаете, как живет и не знает, а что же мне выбрать? Я всего хочу и сразу. И понимаете, здесь обороты только набираются. То есть человек не понимает, что соответствовать нужно тому, чего ты хочешь. И смотрите, здесь еще человек, к кому обращался, он еще хотел своровать ваших хранителей, охранцов, духов помощников и вашу связь с высшими силами. Вот. А ну-ка, он хотел ваши знания. Да, ваши знания хотел, а тот, к кому он обращался. Кстати, тот практик, к которому он обратился, этот человек, сам практик находится в положении пятерки пентаклей. То есть человек уже в отработках как бы. И, видимо, взялся поправить свой финансовый канал, во-первых. Во-вторых, здесь духовная нищета. По работе прикрыли. Ну, если прикрыли, значит, на то есть причина, своей трансформации проходит. Очень трудился этот практик над тем, чтобы создать свое круг тех людей, с которыми он будет обмениваться энергией. Но уходит куда? Уходит в пятерку кубков. Недоволен, не получил того, что хотел. Видимо, невидимо. Давайте-ка я уточню. Что после вашего ритуала получил тот практик?
Либо в дороге, либо что-то очень быстро произошло, а в стагнацию, в болото. А что с вашим недоброжелателем? Здесь, видимо, вы можете выступать в качестве королевы мечей, и все его планы, которые он строил на ваш счет, для того, чтобы вы, видимо, отстегнули свой ресурс ему, претерпели неудачу. То есть он здесь вам мог делать привороты, привязки, мог разбивать вашу существующую семью, стабильность, влиять на эти аспекты. Лишь бы, понимаете, вы к нему свой ресурс несли. Но не вышло. Сам получил то, что заказывал, сам и получил. Так, ну и давайте глубоко я там дальше заглядывать не хочу. Давайте посмотрим, что по итогу. А мир мертвых встал, сама смерть пошла с башней. С помощью вашей силы, здесь вы ведьма, с помощью тех, кто стоит за вами, проводником кого вы являетесь. Вы в победе. Вы победили данную ситуацию, поэтому здесь я могу вас только поздравить. Итак, второй вариант. Теперь я хочу посмотреть для тех людей, которые думают, что они идут в правильном направлении. Осознаете вы, что ведомы, либо не осознаете, это не мои проблемы, а ваши. Хотите, принимайте это и слушайте подсказки. Хотите, пытайтесь использовать это против. Но только вы делаете сами себя. И только вы в ответе за тот выбор, который совершаете. Итак, как прошли для вас ритуалы? Первое. Первое, что я вам хочу сказать, вы находитесь под влиянием определенных энергий. Вы ведомы. Были закольцовки, вы как будто бы их сняли, и потом здравствуй, привет, в тот же котел, только с другого ракурса. Сейчас я еще уточню. Да. Кто-то здесь, ребята, здесь следующий момент. Вы не умеете ценить то, что у вас есть, и то, что вам предлагают свыше. Вы хотите больше. Вы смотрите на других. Возможно, здесь работа по интернету у многих из вас. Вы хотите в новое, вы хотите большего. Вы обратились к определенной силе за деньгами, за девяткой пентаклей для себя. Уточню девятку пентаклей. И вас на это подбили определенные энергии для того, чтобы вы начали сражаться за то, что, как вы считаете, принадлежит вам. Здесь человек непроработанный, который буквально только-только высунул голову из болота, немножечко на чуть-чуть, и, как говорится, хлебнул истин, увидел, что там, и такой: вау, я сейчас начну воротить горы. Ну, Бог в помощь, тот, к которому вы обратились. Для каждого из вас он разный. Здесь вас эта сила толкает на то, чтобы вам казалось, что кто-то хочет у вас что-то забрать, кидает вас на амбразуры, ссоры с другими людьми,
Обстоятельства складываются так, что вы хотите побеждать, но здесь же вопрос в том, побеждаете вы в каком аспекте? Выигрываете вы битву или войну? Я вижу, что здесь, нет выигрыша, вы его упустили. Так, как прошли для вас ритуалы? С помощью воды или жидкостей. То, что вы делали, вызывали. Ради денег, ради стабильности, ради ресурса своего. Эта сила вас подбила именно воевать с другими. Побеждать кого-то. Проверку на вшивость не прошли. Решили, что вы кое-кого ухватили за самую бородку, да, наверху? Ну, бывает и такое. Мы же все разные с вами. Итак, давайте-ка теперь пройдемся по пунктам. Что вы упустили из того, что вам предлагали? Кто-то вам что-то давал. Кто-то вам показывал, как решить вопросы с ситуациями из прошлого. Я сейчас не говорю о том, чтобы, допустим, там бывший или какой-то недруг от вас отвязался. Здесь вопрос глобальнее стоит. Потому что у вас есть закольцовки по жизни. Разные декорации, разные люди, смысл один и тот же. Вы тупо не проходите какой-то урок. Упорно. Хотели, чтобы вы посидели, проанализировали по поводу того, какие планы вы строите. Здесь говорится о том, что у вас было какое-то светило. Либо вы к кому-то обращались, либо где-то вы слышали для себя какие-то инсайты, подсказки, духи могли подсказывать, ваши помощники, ангелы, архангелы. Здесь больше от высших сил была подсказка. Вам как показывали, вот так ты делал, так не стоит, не надо, стой, подумай, проанализируй, сядь просто и возьми в руки свою жизнь. А вы не увидели этого. А чего вы хотели при этом? Побольше общения, кто-то из вас хотел семью, кто-то содружество, кто-то решил, что сотрудничая с определенным человеком, вам этот человек принесет новые связи, новые впечатления, новую радость, эмоции. Что с закольцовками по миру? С кем-то работали. Тройничок? По интернету списывались, связывались. Покажите мне троих, точнее двоих, которые за вашей спиной стоят. Мужчина на женских энергиях всего лишь паж. И тот человек, которому очень тяжело дается проводить энергии, тем более от высших. Дело в том, что над ним уже висит меч определенных инстанций свыше, и за ним наблюдают, что делает этот человек. Этот человек, на самом деле, на вас может привороты делать. Женщина это или мужчина, неважно. И здесь смотрите. Если
если брать чисто вас, еще хочу посмотреть. Здесь такое впечатление, ребят, что вы начали... я вас могу поздравить, вам ваш котелок прополоскали. Какой-то якобы вам там с защитами помогал. Дело в том, что вот эта вот энергия, которая проходила через другого человека в вашу жизнь, вы начали нападать и получили пиздюлей. Если вы еще не в курсе, то теперь уже, я думаю, будете иметь это в виду. И здесь такой момент. Вот этот вот персонаж, который якобы рассказывает, что он там снимает какие-то программы, помогает с родом связаться, он очень похож на того, кто искренне вам помогал. У вас подмена понятий. Но раз вы повелись на эту подмену понятий, значит, в том ваш урок. Значит, есть моменты, они здесь есть, это алчность. Это простая, тупорылая алчность и нежелание видеть, в чем истины, в чем реальный ресурс. Вы хотите воевать? Пятерка ваша мечей перекрывается рыцарем. И это только предупреждение вам. Понимаете? То есть пока вы там в пятерочке пляшете свои шаманские танцы и даже без бубна, здесь выходят более серьезные силы, причем высшие и низшие, которые так вам отвалят, что вам просто следующее для кое-кого 23 года, для кого-то 28 даже, для кого-то 18, насколько я увидела. Пожалуйста, я вас поздравляю. У вас все только начинается. И вот этот человек, он начал подменять в вашем пространстве понятия. Если один человек, который вам светил, действительно проводил искренние энергии и помогал вам избавиться от тяжести с помощью предков духа вашего рода, то второй, оперируя такими же фразами, либо переворачивая их и перекручивая, эти энергии пускает в минус, чтобы вам, наоборот, было тяжело общаться с вашим родом. Вот этого пажа я даже не рассматриваю. Неинтересно. Там сметут. Уже смелись, судя по всему. Итак, я теперь хочу задать следующий вопрос. А что вот этот вот человек от вас на самом деле хочет? Обмена энергиями. И что он получит из... Ага. Короче говоря, на вас магию так нормально накидывают, потому что, во-первых, жрут ваш ресурс, а во-вторых, вот эта персонажиха, уточню, здесь больше идет мне баба на мужских энергиях. Это не женщина, это баба. Если даже и мужчина, то... Нет, здесь баба на мужских энергиях, которая... Ей очень тяжело проводить женские энергии. Она, утратила женственность. Но с точки зрения, если это практик, она себя позиционирует стабильным, таким, с большим опытом, в кавычках. Опытом чего вопрос? Здесь, понимаете, вы помогаете человеку, ресурсы свои вы тупо слили. Здесь уже не вопрос, сливаете вы уже слили. Вы, скорее всего, сделали что-то из ритуала, который вам посоветовал этот человек. Вы еще думали, метались,
а где же истина, а где же ложь, но вы уже находитесь. Вас просто подвязали к эгрегориальным моментам, и все. Какой это эгрегор, неважно. Это система, которая питается ресурсами и не дает человеку проснуться. А судя по этому, вы здесь за денег, в 5 мечей, да я сейчас тут наголо, да шашку, я тут узнал истины. Я здесь, видите ли, знаю теперь все, встретил достойных людей. Угу. Хорошо, а вот через вас она подключается к вот этому человеку, который искренне к вам относился, от которого, ну, нагоняй уже получили. Да, ритуалы против этого человека. А что хочет потянуть? Солнце надо, свет надо. И, естественно, вас кидает, как просто щит перед собой ставит. А вы действуете по ее указке. Что вас ждет за то, что вы напали? Мне, здесь вообще силам определенным насрано. Если вы ведомы как овца, вы будете получать как овца. И это факт. Что вы получаете за то, что нападаете? Определенные силы этого человека просто смотрят за вами. И то, что вы хотите взять или хотели взять от этого человека, если вы на 2 фронта, и вашим, и нашим, одеваете масочки и тому подобное, вот вы ожидали. Ничего у вас не получится. И ожиданиям вашим придет конец. Вся ваша стабильность, все ваше новое, особенно договора с мужчинами, со стабильными, действительно стоящими, у которых есть ресурс, богатство, с которыми были бы у вас замечательные договора. И если вы в ожиданиях, это все закрывается и перекрывается. Это вам первый был намек на то, что вы что-то не то сделали. А что это получает за то, что она вами руководит как марионеткой? А у нее, во-первых, ей перекрыты дороги к определенным знаниям, к определенным, давайте так скажу, мирам, к определенным пространствам. И здесь может быть и в денежке провал. И здесь еще отворачиваются 4 стихии от человека, больше они ему не помогают. Это был тоже намек. Здесь мир мертвых, здесь человека обездвижат полностью, заберут все. Понимаете, ребят, вы просто, да, вами скукловодили, но если вы, настолько, понимаете, вас было за что зацепить, здесь алчность идет, здесь неумение оценить то, что вам предлагалось, из-за своих каких-то догм, из-за своего нежелания расширять свои горизонты, понимаете, менять себя. Вы только одевали маску, носили ее, притворялись искренними, добрыми, понимающими, меняющими себя. Но здесь по факту, понимаете, вы можете обдурить кого хотите, но вы не надурите тех, кто свыше. Понимаете? Вот в чем секрет. Итак, под что вы там подвязались? Обнуляется у вас все. Добро пожаловать привороты. Люди противоположного пола, которые будут по нижним чакрам, к вам как кармические прилетать просто пачками. Только от одного откараскаетесь, 2-й, 3-й, 5-й, 70-й. И насколько в каждом из них вы утонете, насколько глубоко вы погрязнете в этот бред, так этот эгрегор и будет вами питаться. Столько вы своего ресурса и отдадите. Кто-то из вас будет воевать якобы за свой ресурс, на кого-то набрасываться.
кто-то будет там в треугольниках заседать, якобы я воюю за правое дело, этот мужчина, либо эта женщина моя, но здесь я вам хочу сказать, у вас просто через край будет переливаться вот это все. Здесь, знаете, как можно вас легко вычислить? Вы психуете, вы кричите, вы кидаетесь на тех, кто действительно искренне к вам относился. Вы делаете неблаговидные дела в отношении этих людей, вы распространяете сплетни, вы кидаетесь на амбразуры, вы можете показываться со стороны такими, знаете, мол, мне ничего не жаль, там, деньгами делиться, но вы это делаете с определенным умыслом и с определенной ритуаликой. Думаете, что вы истины познали? Нет, ребят, не все так просто. Выход, да, он там же, где и вход, но войти всегда легче, нежели выйти. Как эта сила к вам относится? А она вас как зажигает. Здесь у вас работа через свечи корявая идет. Вы думаете, одно делаете, а совершаете совершенно другое. Неважно, чем и какими инструментами вы пользуетесь. Вопрос в том, какие энергии, какие силы вы проводите через себя. Вот и все. А эта сила, эти энергии зависят только от вашей совести, от вашей искренности, от вашей чистоты. Понимаете? Секрет счастья — быть самим собой. Здесь вас просто как подкидывают. Ой, смотри, этот тебе плохого желал, этот плохой, этот тоже не такой. Подбивают вас почаще ходить по погостам, да? Да-да-да. Силы, с которыми вы там сотрудничаете, там всего лишь пажи. И здесь у меня еще такая идет информация, у кого-то из вас могли начаться проблемы с ребенком, могут быть. Это вам тоже как намек, что вы чуть-чуть не туда идете. Ну как чуть-чуть, да? Идете воевать. Вас как подкидывают на это, зацепают вас за это. Здесь 3 человека, вы еще 2 против кого-то, против светлых, грубо говоря. Ну, либо вы в треугольник вляпались, понимаете, и отстаиваете какого-то мужчину, попирая определенные ценности. Там вариантов может быть уйма, я передаю суть. 3-й паж. Ну, господа, благодаря тому пути, который вы избрали, я могу вас феерически поздравить. Ваши дети уже стоят щитом и расплачиваются за ваши деяния. Вот эта система, вот под что вы подписались, она просто начинает работать таким образом, чтобы дать вам понять, чтобы вы обратили внимание на истинно великие ценности. Вы вляпались в такое, из-за чего ваши дети страдают. У кого это просто пока намеки, у кого конкретно долбануло. Тут же в зависимости от того, какой ритуал вы совершали. Вот так вот. Как к вам эта сила относится? Вы мясо. Вы просто мясо. Но это все лишь для того, чтобы вы через тьму вышли к свету. Вопрос в том, что тьма в вашей жизни будет длиться от 18 до 28 лет.
Для кого-то тьма это будет завершена полным, так сказать, выходом из поезда на полном ходу. Ваших детей, ваших близких. Ну, ваше право. Ну и для вас что? 8 мечей. Повешенный. Я поздравляю. Кого вы там вызвали? На перекрестках. Ну, господа, товарищи, 8 мечей, повешенной, фортуна, дьявол. Я здесь еще хотела бы доложить один вопрос. Давайте из оракула теней я возьму. Буквально то, что под рукой. Мне интересно отношение вот этих сил, которые по 15-му здесь проходят. Их отношение к вам. По нижним чакрам работают. Делают так, чтобы вы не сопротивлялись. Вы уже могли заметить, что вам где-то перекрыты определенные пути. И все это для того он делает, чтобы вы услышали зов своего сердца, вы его заткнули. Есть много вещей, о которых вы не знаете. Вы думаете, вы очищаетесь, делаете ритуалы, что с вами сотрудничают темные, что это роды, что это сила. Но это ваш путь через тернии к свету, как говорится. Вопрос только в одном. Насколько глубоко в задницу вы нырнете? Что вы осознаете, что проработаете, а с чем так и уйдете в следующее воплощение там. Кстати, вы с ним и начнете с самого рождения, если не закроете вопросы. Ну, кстати, это уже ваши проблемы. Большинство из тех, кто мог посмотреть этот вариант, я вам скажу сразу, я прекрасно понимаю ваше невежество и степень его. Вы не хотите в это верить, ибо придется признать, что вся ваша жизнь, все ваши догмы, все ваши устои, все, что вы знали, просто прах. И здесь, ребятки, времена у нас интересные. Победа смерти, победа определенных всадников, победа определенных сил, которая сейчас правит на планете Земля. Вы бы учитывали это, хотя вряд ли вы об этом знаете. Всем пока-пока и добра этого мира тем, кто находится в осознанности, кто прорабатывает себя, кто находит затыки, выгребает их, делает выводы и является проводником истинных сил. И тех, и других, неважно. Всегда должен быть кодекс. Помните об этом.